Привет! Сегодня, как я и анонсировал в одном из последних моих видео, будет знакомство с моим новым приобретением, 5 аудиокассетами, выпущенными для японского рынка в период с 1973 по 1991 годы. Повторю, что опираясь на сайт aqufabas.com, я познакомлюсь с историей этих кассет, оценим их состояние и послушаю на них записи. Поэтому, как говорили в моем детстве, не смотрим, а зырим. Погнали! Самой старой аудиокассетой в этом наборе будет Sony LN-C90, она же Sony Low Noise, что переводится как низкий уровень шума. Иероглифы на вкладыше подскажут, что эта кассета сделана в Японии, в Токио, модель 1973 года. У нее полноформатный футляр старого образца, в котором одна часть не из прозрачного пластика, а вот такая глухая цветная, в данном случае черная. Крышка имеет небольшую трещину, и по коцанным граням заметно, что кассета очень старая и пользованная. Стопоры катушек прямые, плоские. Цветовое оформление наклейки на кассете и вкладыша стандартны для самых первых аудиокассет этого бренда. С самого первого выпуска в 1967 году корпус кассеты Sony изготавливали из такого же прозрачного матового пластика. Использовалась различная цветовая гамма в соответствии с хронометражем ленты. И такая эмблема с указанием сторон кассеты и надписью «Автосенсор». Что это означает, я покажу далее. Вкладыш из плотной бумаги и не заполнен. Корпус кассеты разборный, причем для скрепления двух половин использовались винты с круглыми выпуклыми головками. По пожелтевшим наклейкам понятно, что кассете уже более 50 лет. В ней сломан один предохранитель записи. А в центре имеется небольшое прозрачное окно с разметкой 0,50-100. И если бы не оформление вкладыша, то сама кассета особо не отличается от моделей 1968-1969 годов. Но мой экземпляр уже второго выпуска этого бренда, так как в нем антифрикционные прокладки черного, а не белого цветов. Ленту в этой кассете я уже демонстрировал в видео об аудиокассетах Sony CHF, BHF, AHF. Она самого низкого качества и уступает даже ленте HF. Кассета была настолько старая, что я даже в ней заменил подушку, от старой остались только некоторые фрагменты. И в начале рекорда есть такой фольгированный участок с косыми разрезами. Это и есть автосенсорный рекорд, о чем имеется соответствующая надпись на вкладыше. Как она работает, я не знаю. Возможно, как-то определялось, какая сторона кассеты установлена в кассетоприемник. Ну а далее рекорд прозрачный. Сама лента в нормальном состоянии, и она непривычного серого цвета. Лента с 1973 года сохранилась в хорошем состоянии, поэтому послушаем. The lady is mine. Close to you, so I and a fool I'd never be. На стороне А имеется неплохая запись сборника рок-н-ролльных хитов 1963 года канадского исполнителя Пол Анка. Сторона Б. When we dance, you have a way with me. You somehow. На стороне Б тот же 1963 год, популярные песни в исполнении американской певицы Конни Фрэнсис. Они были настолько популярны, что их песни записывали на аудиокассеты даже японские фанаты. В 1978 году выпущена аудиокассета Maxell UL-90, что означает ультратихий шум. Внешне она такая же, как и для других рынков. Японцы выдают только иероглифы на вкладыше. Ну и то, что внутри этот вкладыш был исписан такими же иероглифами. Вкладыш должен быть с разворотом, но он оторван. Сверху прощупывается перфорация. Футляр внешне похож на предыдущий для Sony. Вот если их сравнить, один в один. Стоперы катушек такие же плоские. На торце имеется трещина. Но в этом футляре на черной части в углу есть такое тиснение Made in Japan. Хотя эти кассеты я приобрел в одной партии, поэтому футляры от кассет могли и перепутать. Ну ладно, вернемся к кассете. В 1978 году это уже был 4-й или даже 5-й выпуск кассеты этого бренда. К этому году уже сформировался знакомый вот такой макселовский корпус из темно-серого пластика с сеткой из треугольников. Он разборный. И такой же оставался в 1982 году. Менялись только наклейка и магнитная лента.
В нижней части имеется слева в квадратике литера стороны, справа стрелка направления движения ленты. Наклейка красного цвета немного ужата по сторонам, лента первого типа намотана на такие голубые катушки. Сверху отломан один блокиратор записи, и серийный номер уже затерт, или его здесь не было. Ракорд имеет в начале широкую коричневую полосу, затем черные стрелки направления движения ленты, далее небольшой чистящий неабразивный отрезок, на котором есть литеры, указывающие сторону кассеты. Смотрим дальше. Со стороны А он чистый, если посмотреть со стороны Б, то еще встретим две широкие черные полосы. И лента первого типа начального уровня ржавого цвета. В целом она гладкая, не сильно глянцевая, но состояние приемлемое. Послушаем. My only love for you. Вторая сторона. あなたのかげろ You were light to light So such to say what mystery. Здесь неплохая запись японской эстрады, причем некоторыми композициями я реально заслушался. Так, и остались 3 аудиокассеты ТДК 1991 года. 2 из них с лентой второго типа. Это ТДК SR70 и SRX74. Замечу сразу, что ленты с нестандартным хронометражем, то есть отличается там от 90, 60, 120, однозначно для японского потребителя. Итак, в 1991 году альтернативой для кассеты ТДК SF с лентой второго типа начального уровня, что означает Super Fidelity, у меня в руках кассета 1987 года, выпущена на японский рынок кассета ТДК SR. Аббревиатура Super Fidelity переводится как суперточность, а Super Response означает ленту с суперотдачей. Это все та же лента с авелиновым покрытием. Кассета упакована в тонированный полноформатный футляр, но грани у него закругленные, и он в хорошем состоянии. Стопперы как значки Mercedes. На крышке в углу в рамке имеется штамповка ТДК Made in Japan. А по периметру крышки имеется вот такая рамка с закругленными углами. Вкладыш с разворотом чистый. Кассета комплектуется листком с наклейками, с обратной стороны которого подсказка о том, что изготовлена кассета для японского рынка. Корпус кассеты разборный, серого цвета, он матовый, ну а со всех граней он глянцевый. Такая кассета уже встречалась в моих обзорах. В центре полноформатное окно от края до краю. Снизу наполовину окрашено в черный цвет. И на нем нанесен принт с золотистой и серебристыми красками. И такое же оформление было в 1989-1990-х годах. Только в следующем 1992 году появилась арка вот такая вот в центре окна. Непривычные для кассеты ДК белые катушки со спицами, как у колеса телеги. Предохранители записи целые, здесь лента второго типа, присутствует штамп серийного номера. Лента имеет слегка молочный ракорд с одиночными синими полосками. Лента темно-коричневого цвета, и в начале стороны А есть небольшой участок, сильно деформированный. Ну а далее вроде ничего, можно послушать. But not like this. We can toss and turn, rumble, tumble, and twist. W, but let's wait till the rain stops so you can get. Поскольку кассета на 70 минут, то в ней записан целиком альбом, это уже 1991 года, что и кассета, в исполнении рэпера Heavy D и группы The Boys. Сотру однозначно эту муть. В таком же тонированном футляре и в такой же приемлемой кондиции аудиокассета ТДК SRX74. Вкладыш тоже с разворотом, чистый, но на нем сохранились желтые следы времени. И стикеры для этой кассеты мне не достались. Сама кассета выглядит точно так же, но комплектуется лентой чуть выше класса, а именно с экстра супер отдачей, как указано вот здесь вот на принте. И в обеих кассетах рекламируется высокоточный антирезонансный механизм. Ну а лента точно с таким же ракордом,
слегка молочного цвета, с синими полосами. Темно-коричневая, потому что с авелином лента второго типа, но состояние у нее получше, без деформации. Также ее послушаем. My favorite shade of brown. My dick was hard and she was hot like a... Похоже, кассеты принадлежат одному челу. Короче, альбом 1989 года Шоблы вот с таким названием. Не хочу осквернять свой красивый рот этими звуками. Однозначно, эта кассета под перезапись. И на финал оставил кассету того же года TDK Seeding 1, хронометраж 60 минут и лента первого типа. Футляр все такой же тонированный, но грани у него здесь прямые. И также имеется в углу, правда перевернута, TDK Made in Japan. Рамка здесь также имеется, только она матовая. Вот здесь нижние углы скошенные, вот здесь закругленные, но радиус меньше, чем у той кассеты. И стоперы катушек аналогичные в виде значка Mercedes. Футляр в идеальной кондиции, даже открывается с натягом и щелчком. Не особо так заюзанный. Оформление вкладыша отличается. Он из плотной бумаги с разворотом, практически чистый, только на торце имеется надпись того, что здесь записано. Есть полный комплект наклеек с принадлежностью к японскому рынку. Корпус кассеты очень темный, тонированный. Он разборный, практически весь глянцевый, только нижняя часть фактурная, такая вот в рубчик. Надписи с цветными рисками нанесены под углом. Под большой палец правой руки попадает со стороны А одна точка, со стороны Б две точки для пользования кассетой незрячими. Кассета вообще в идеальной кондиции, все предохранители записи целые и присутствует штамп серийного номера. И опять же нестандартные для кассеты ДК белые катушки с широкими спицами. У кассеты на 60 минут слегка молочный раккорд с красными линиями. И далее темно-коричневая лента, даже такая красноватый отлив имеет первого типа. Состояние ленты хорошее, поэтому предлагаю послушать. Здесь запись альбома 1990 года популярной японской группы Dream Come True. Эта покупка мне нравится. Кассеты 1991 года практически в идеальном состоянии. Кассеты 70-х годов тоже неплохо выглядят. В моей коллекции они пока что в единственном экземпляре, необычные и по-своему красивые. Пожалуй, только на этой кассете Sony я сохраню запись. Я не поклонник японской музыки, поэтому подписывайтесь на канал и ждите тестирования на запись всех этих кассет. Благодарю за просмотр, оценивайте это видео и до встречи на канале. Будьте здоровы, пока!